Всем привет, Бабл на связи! Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как бы выглядел советский супергерой? Думаю, многие из вас видели подобные фантазии на тему разной степени странности, которые предлагали нам авторы фильмов, книг и журналов. Но все же, каким бы он мог быть, этот советский супергерой? This is not the Russian way. Комикс «Мир» дает нам ответ на этот вопрос как нельзя лучше. Создавался советский мир именно как строитель и созидатель, но в один момент во время схватки с американским супергероем Фаэтоном он исчез. На долгие годы его история оказалась забыта. Время шло, сменялись поколения и идеалы, но однажды дочь влиятельного политика Саша Македонская решилась вернуть советский проект в наше время. В качестве первого во вселенной Бабл классического супергероя Мир появился на страницах комиксов в мае 2020 года, но уже успел полюбиться многим и занять свое место в истории издательства. Сегодня мы рассмотрим отсылки, которые вы сможете найти в комиксе «Мир». Если вы смотрели фильм «Майор Гром. Чумной доктор», то наверняка вам запомнился яркий образ агента спецслужб из Москвы Евгения Стрелкова. Ушлый и пронырливый москвич в питерских декорациях никого не оставил равнодушным настолько, что все, мне кажется, радовались на этом моменте фильма. Образ, который создал актер Михаил Евланов, настолько сильно понравился авторам комиксов, в частности главному редактору Роману Каткову, что они решили продлить жизнь этому персонажу и перенести его на страницы «Мира». Да-да, не только Харли Квинн сначала появилась на экранах, а потом в комиксах. It's just a joke. А что делать, если ты пропустил последние 50 лет жизни? Попытаться наверстать упущенное и есть докторскую колбасу, конечно же. У вас что, были другие варианты? Ну или почитать Пелевина. Во втором выпуске комикса «Мир» наш супергерой коротает время за бутербродами с колбасой и читает современную классику от Виктора Пелевина «Чапаев и пустота». Возможно, я бы посоветовал ему несколько иные книги, но одобряю выбор. Кстати, о владелице квартиры Саше Македонской. Ее фирменный атрибут отсылает к реальному бренду Boy London, бренду бунтарей и нонконформистов. Благодаря своей скандальной известности Boy London быстро стал самым знаковым и популярным брендом 80-х и 90-х. Что-то из прошлого обретает новую жизнь в современности. Да это же история самого Мира. Впрочем, Саша вначале тоже относится к Миру почти как к аксессуару. Кроме того, комикс просто пестрит историческими отсылками. То к Юрию Гагарину, то к Никите Хрущеву. Интересное соседство с отсылками к современным блогерам. Кстати, Мир даже побывал на одном небезызвестном вечернем шоу. Не могу его винить. Он хорошо смотрится рядом с ведущим. Мир любит путешествовать, пусть и делает это вынужденно. То в Норильск, то в Челябинск едет. А по пути ему попадаются другие герои вселенной Бабл. Так, Метеора, то есть Алена Кузнецова, конечно же, на своих резвых «Жигулях» помогает Миру и Саше добраться до места назначения. Не знаю, рискнул бы я прокатиться на этом транспорте, но ребятам определенно было весело. А как вам идея завернуть в Нижний Новгород, чтобы попробовать ту самую культовую шаурму на Средном? Аж есть захотелось. Не только Грому с шавухой повезло. Свежак. Утром еще мяукла. Нужно не забывать, что комиксы Бабл — это целая вселенная, и истории могут пересекаться в той или иной степени. Погоди, Игорь. Мы знаем, что ты тоже хотел поучаствовать в крестовом походе. Но зато Уля из серии «Игорь Гром» смогла заглянуть на огонек в первом томе «Мира». А гуляя по Нижнему, Мир с Сашей даже не подозревают, что Виктор Соколов из комикса «Сокол» на самом деле жив и путешествует по мирам. Хе-хе-хе. А это кто у нас такой в выпуске «Вечная память»? Особенностью серии «Мир» является то, что практически в каждом томе можно найти журналы, которые издаются как бы во вселенной внутри комикса. Ну, чтобы вы читали комикс, пока читайте комикс. Так, любая история про Фаэтона — это омаж на супергероику Серебряного века. Создатели взяли что-то от Супермена, а что-то от Железного человека. А Воевода — это переработка пропагандистских мультфильмов времен Второй мировой, типа «Рядовой Снафу». Такие учебные мультфильмы являются частью эпохи, поэтому их невозможно было обойти стороной в данном комиксе. Но мне более знакомы журналы комиксов из 90-х и нулевых по типу «Классный журнал» или «Веселые картинки».
Так Бельчонок Кыш и его друзья отсылает нас именно к таким ежемесячным детским журналам, которые были популярны в то время. Всегда приятно хотя бы ненадолго вернуться в то время, когда ты с упоением ждал нового номера. Если говорить о главном враге мира Фаэтоне, то обложка специального выпуска о нем отсылает нас к обложке Супермен Volume 1 номер 49. Интересная преемственность. А что насчет тех авторов комиксов о Фаэтоне? Псевдоним Орбо — это попытка придумать американизированную версию фамилии Горбут — Эдвард. Псевдоним в стиле Стэн Ли. Две части складываются в одно имя. Прототип Орба Ричард Эдвард Грасс Грин, известный как первый афроамериканский участник фанартерского и андеграундного комикс-сообщества. Держите ухо востро, ведь история этих ребят очень скоро продолжится. Переосмысление роли супергероев, их отношение к людям и миру со временем — это безумно интересно. А через призму этого гротескного, необузданного и великолепного мира, где существуют сверхлюди, можно лучше узнать самих себя. Что-то я загнался. Так, короче, отсылки — это прекрасно и интересно. Да даже мое появление здесь своего рода отсылка. Пишите в комментариях, какие отсылки в комиксы нашли вы. Подписывайтесь на канал Bubble. Скоро увидимся.